Добрый день, друзья! Вы меня очень часто спрашиваете, какими удобрениями я пользуюсь для полива своих орхидей. Я очень много рассказывала. В прошлом году мы делали с вами эксперимент, который начался в июле и закончился почти к Новому году. 3 орхидеи, которые стоят на заднем плане, как раз участвовали в эксперименте по поливу. Сначала удобрением с большим содержанием азота, а потом удобрением с большим содержанием калия. Но задача сегодняшнего видео не рассказать вам, как удобрять, хотя в конце я обязательно об этом расскажу, а как выбрать удобрение. Потому что удобрений сейчас нам предлагают производителей очень много. И для того, чтобы разобраться, какое нам удобрение подходит, а какое, может быть, менее подходит или совсем не подходит, я вам расскажу, что я нового отыскала в своих магазинах и чем можно пользоваться, чем не стоит пользоваться. Но каждый выберет то для себя, что считает нужным. Я в этом году нашла вот такие 2, одно побольше ведро, одно поменьше. 2 удобрения, это буйские удобрения, сразу вам скажу, это не реклама. Их действительно в прошлом году не было. В прошлом году из линейки буйских удобрений мы только пользовались монофосфатом калия. Это был как толчок к цветению. Об этом удобрении позже. А когда наши орхидеи отцветают, их нужно обязательно подкормить удобрением с азотом. Мы пользовались удобрением Плантофит и линейкой удобрений Фертика. Но Плантофит и Фертика, они более дорогостоящие удобрения. Поэтому я в этом году поискала, что же может быть менее затратно для того, чтобы наши орхидеи после цветения подкормить. И нашла вот такие 2 удобрения. Они очень похожи, просто здесь полкилограмма, здесь килограмм. Оказывается, буйские удобрения начали выпускать еще и такую линейку. И мне даже понравилась упаковка этих удобрений. Но, конечно, дело не в упаковке, а дело в содержимом удобрений. И что для нас главное, после цветения наших орхидей подкормить их азотом, фосфором и калием. И я всегда ищу удобрение, которое будет одинаково содержать фосфор, азот и калий. Как это выглядит на удобрение, как это написано. Давайте вот на этом буду показывать. Вот смотрите, на удобрении, на коробочке написано азот, фосфор, калий плюс микроэлементы. Это главное. Нам надо научиться с вами читать, что написано на коробочке. И вот здесь написан состав и расписано, сколько азота. Общего азота 17%. Написано 2 формулы, какой используется здесь азот. Потом идет фосфор, его тоже 17%, и идет калий, его тоже 17%. То есть удобрение равноценное, как я его называю. В этом удобрении по 17%, в этом удобрении, вот здесь вот написан состав, здесь по 18%. Но подходит и то, и другое. И плюс микроэлементы. Расписано, какие микроэлементы. Недавно очень большие споры были по использованию борной кислоты. Вот, пожалуйста, в этом удобрении присутствует бор. В такой форме, которая все равно усваивает растение. И здесь есть бор. И набор микроэлементов, он может быть разный. Но и это... Давайте так вот поставлю, чтобы было их видно. И это удобрение нам подходит для удобрения наших орхидей. Здесь написано, что и для цветочных культур, где-то написано и для газонов, и для хвойников. То есть это универсальное удобрение, которое нам для наших орхидей, для полива, именно для того, чтобы они начали растить листики, для того, чтобы вот зеленую массу, корни. Очень подходят такие удобрения. В прошлом году мы пользовались с вами Плантофитом, я его не один раз показывала. Фертику я просто оставлю здесь где-нибудь фотографию
удобрений Фертика. Они у меня закончились, я в этом году решила их не покупать. И здесь также в Плантафите, когда на удобрении стоит таких 3 буквы НПК, это значит азот, фосфор, калий. И дальше обязательно написана их дозировка 30, 10, 10. И здесь расписаны все микроэлементы, которые присутствуют в этом удобрении. Это замечательное удобрение с большим содержанием азота. Это как раз то, что нам нужно. Ну, понятно, что такое удобрение, причем оно идет только килограммовое, не везде оно продается, и даже в интернете. Оно довольно-таки дорогое. Этот килограмм стоит примерно 600 рублей. И в компании Плантафит, где выпускают эти удобрения по итальянской технологии, написано, что его можно применять только по листу. Но я вам говорила, что я не буду применять его по листу, я буду его применять для корневой подкормки. Я так его и делала. И я не помню, эти цветы были политы Плантафитом или я их поливала фертикой, но неважно, фертика была у нас равноценная 18-18. Это было с большим содержанием азота. Цветы зацвели все равно в то время, в которое им положено. Поэтому более дорогие удобрения покупать, если есть возможность, покупайте. Нет, не обязательно покупать именно вот эту фирму, о которой я сейчас говорю. Основная наша задача – найти удобрения с азотом, фосфором и калием. Это то, что касается роста растений, ну и, естественно, с микроэлементами. Не все могут приобрести такое дорогое удобрение. Поэтому нам нужно с вами искать именно то удобрение, на котором нам будет написано, вот есть такие простые удобрения, они даже не для цветов, они даже для... Ну, вот эти, может быть, для цветов, а эти для томатов. Просто мы с вами переворачиваем и всегда читаем, что на удобрении написано. И первой строчечкой всегда на любом удобрении будет написано, после слова «состав», будет написано, какое количество азота, фосфора и калия находится в этом удобрении. Есть еще вот такие жидкие удобрения. Но я ими не пользуюсь. Я ими не пользуюсь по той причине, что когда я начала искать гранулированные удобрения и начала пересчитывать стоимость, например, этого флакончика и баночки, я точно сейчас вам не скажу до 1 копейки, но вот это удобрение у нас стоит от 46 до 50 рублей. И на нем просто написано, что это на 20 литров. На этом удобрении сразу написано, что на 33 ведра. Но, естественно, ведро берется 10-литровое. Если это стоит там 50 рублей, то это... Сейчас вам покажу даже чек. Вот у меня на чеке написано, что это стоит... Вот его цена. 98 рублей. Вот это 2-е килограммовое удобрение стоит 225 рублей. Ну, то есть цена очень сильно отличается. Поэтому, ну, вы знаете, что очень много пенсионеров, которые занимаются и очень любят орхидеи. Помимо того, что орхидеи сами по себе дорогие, еще и покупать более дорогое удобрение, я не вижу в этом смысла. И еще буйские удобрения в этот раз сделали для нас, наверное, подарок. Они в каждое удобрение положили вот такую мерную ложечку. В этой мерной ложечке, если ее набирать вот так, без горки, здесь получается 10 грамм. Ну, тоже удобно. Удобно и приятно, что думают о покупателях. Так, еще секунду, забыла вам, но я уже рассказывала об этом удобрении. Еще забыла вам рассказать вот про такое удобрение. Тоже появилось в фикс-прайсе такое удобрение.
Но мне это удобрение не нравится тем, что здесь присутствует, помимо того, что присутствуют гуматы, присутствует янтарная кислота. Поэтому я стараюсь такими удобрениями не удобрять. Янтарная кислота, она для роста. Но я вам как-то рассказывала, что янтарная кислота, она может дать рост не только корешкам, но и всей патогенной флоре. Поэтому, так как здесь все равно есть фосфор, который дает очень хороший рост корней, для чего применять еще сюда и янтарную кислоту, я, честно говоря, удивлена такому удобрению. Поэтому читайте внимательно, что написано. Если вы считаете для себя возможным применять это удобрение, пожалуйста, применяйте. Я никого не отговариваю, я не говорю, что это очень плохо, просто знайте, как действует янтарная кислота и что у вас может, не дай бог, приключиться с орхидеями, если начнет расти какие-то грибы, какая-то появляться после удобрения гниль. Вполне возможно, что что-то спровоцировала янтарная кислота. Поэтому я таким удобрением не пользуюсь. Или если вдруг буду пользоваться, то на очень здоровых орхидеях. Так, и как же я удобряю свои орхидеи? Вот этим я называю его первое удобрение. После того, как орхидея отцвела, и если цветонос засушила и больше не пойдет, цветонос засушила, мы его обрезали, я начинаю удобрять таким удобрением 1 грамм на литр. У меня 10-литровое ведро, поэтому я беру такую ложечку, растворяю и поливаю через полив. Для того, чтобы поддержать орхидею после цветения, для того, чтобы она начала растить корни, чтобы нарастила пару листиков. Орхидеи долго растят и листики, она не растит много сразу листиков, она растит 1. И если у вас была здоровая орхидея до того, как она цвела, она даже в момент цветения, когда распустила все бутончики и, например, не продолжает наращивать опять бутончики, она может начать растить уже и корни, и листики. И вот в этом ее нужно поддержать, потому что азот – это самый главный элемент для роста наших орхидей. А фосфор очень хорошо растит корни. И вот я вам могу показать вот эту орхидейку поближе. Вот ее корешки. В горшке видно корни. В момент цветения мы никакими удобрениями не пользуемся. Только после того, как орхидея отцвела. Через полив 1 грамм на литр. Но у каждого удобрения обязательно написано вот здесь в аннотациях, как им пользоваться. Какие-то удобрения идут 1,5 грамма, какие-то удобрения 2 грамма. Поэтому все читайте обязательно, что здесь написано. И если вы хотите, чтобы ваши орхидеи к следующему году опять пышно и красиво зацвели, следующим я использую вот такое удобрение. Монокалий фосфат. Этим удобрением я готовлю орхидеи к цветению. Здесь нет микроэлементов, здесь используется только фосфор и калий. В соотношении 50-33%. Если вы найдете удобрение с большим содержанием калия, отлично. Для цветения орхидеи нужен калий. После того, как проходит там месяц, 2, 3, в зависимости от того, когда я хочу, чтобы зацвели орхидеи, хочу, чтобы они зацвели к Новому году. Или бывает даже такое, вот от такого удобрения, вот вы все время поливаете, вот отцвели у вас орхидеи примерно в июне. И вы сразу начинаете удобрять их вот такими равноценными удобрениями. И поверьте, что и от таких удобрений орхидея может выпустить цветонос. И вот когда
у вас или появился цветонос, вы сразу переходите на вот такое удобрение, но не такое именно, а с большим содержанием калия. И желательно с отсутствием азота, потому что азот – это рост, а калий – это цветение. Но если вдруг к сентябрю цветоносов не появилось, просто переходите на вот такое удобрение, и цветоносы обязательно появятся. И тогда ваши орхидеи зацветут к Новому году. Но мне бы хотелось, чтобы они чуть позже Нового года зацвели, поэтому они у меня сейчас еще цветут и пока отцветать не собираются. Посмотрим, как они будут выглядеть к июню. Я вам еще раз расскажу и покажу, как я буду применять вот эти удобрения. Но некоторые орхидейки, например, мини-орхидейки, они очень быстро отцветают. Поэтому я их начинаю поливать вот этим удобрением, и они к лету зацветают обычно еще второй раз, даже без применения вот такого удобрения. В общем, самое главное, резюмируем, самое главное – научиться читать состав удобрения. Что находится внутри этих коробочек и когда какое удобрение применять. Вот находите любой фирмы, любой. Есть Фертика, пользуйтесь Фертикой. Если у вас появились такие более дешевые удобрения, пользуйтесь такими удобрениями. Есть еще масса удобрений, которые, например, в нашем регионе нет таких. Мне вот пишут, у нас есть там Покон, еще какое-то удобрение. У нас в нашем регионе нет таких удобрений. Просто читайте, что написано на упаковочке. И обязательно, неважно, где у вас, в каком грунте содержатся орхидеи, ей все равно обязательно нужны удобрения. Обязательно. И тогда ваши орхидеи будут радовать вас и ростом, и молодыми здоровыми корешками. И не нужно будет применять отдельно безумное количество каких-то специальных подкормок или стимуляторов. И еще, я большой противник применения гормонов и стероидов. Об этом я вам расскажу в следующие выходные. Поэтому я пользуюсь только такими удобрениями. И как я вам недавно показывала, оставлю ссылочку на это видео, все мои орхидеи цветут, растят листики и корешочки, чего я и вашим орхидеям тоже желаю. Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Увидимся на канале!